Случилась эта история в небольшом сибирском селе, на котором проживала одинокая пожилая женщина. Семьи у нее не было, всех близких она давно похоронила. Она держала небольшое хозяйство и жила на пенсию. Однажды мимо ее дома проходили охотники. В деревне можно спокойно попроситься на отдых в любое время дня и ночи и отведать чаю, заплатив за это разговорно. Уставшие мужчины добрели до села и постучались в крайний дом, в котором жила наша героиня. Они прихватили из леса небольшую добычу, 3 маленьких волчат, которые остались, бег матери. Мужчины ушли рано утром. Они взяли по волчонку, а 3-го, самого слабого, оставили на крыльце у женщины. Маленькие хищники в детстве похожи на обычных дворняжек, и хозяйка решила, что это чей-то щенок забрел к ней во двор или убежал от сельских ребятишек. Поскольку хозяин так и не объявился, зверек так и остался у нее. Волки не отличаются большим размером, поэтому прокормить питомца было не труднее, чем дворового пса. Правда, иногда в нем просыпался лесной охотник, и он с удовольствием гонял кур и гусей по двору, но бабушку он любил и слушался, поэтому делал это только когда она не видела, а если попадался на содеянном, то смешно прижимал уши и полз на животе, прося прощения за свои шалости. Летом он обитал во дворе, а зимой часто ночевал в доме у старушки из-за того, что он не лаял, а только подвывал и рычал. Она назвала его Волчок. Однажды по деревне поползли слухи, что по тайге скитаются беглецы из тюрьмы, и люди стали запирать свои двери, но бабушка жила на отшибе, поэтому до нее новости не дошли, а может быть, она просто не придала им значения. Однажды вечером раздался стук в дверь. Наивная и простая женщина впустила нежданных гостей, которыми оказались беглые преступники. Они вышли в поисках еды и одежды. Злоумышленники думали, что безнаказанно сделают свое темное дело, не оставив свидетелей, и незаметно скроются в лесу. Но судьба распорядилась иначе. В комнате их ждал волчок, только теперь это был самый настоящий хищник, который показывал свой звериный оскал и угрожающе рычал, загораживая хозяйку своим телом. Один из преступников достал нож и хотел причинить боль животному, но ему пришлось только поранить лапу. Зато волчок показал свое настоящее свирепое лицо. У непрошенных гостей не возникло сомнений, что перед ними взрослый и очень опасный хищник. Они предпочли убежать с места схватки. Но далеко не ушли местные собаки, подняли лай и вой такой силы, что все мужики выскочили из домов, вооружившись ружьями, топорами и вилами. Что могут сделать 3 истощенных беглецов против разъяренной толпы крепких мужчин? Их поймали как лесных зверей и сдали в полицию. Волчок поправился, но с тех пор стал еще более настороженно относиться ко всем посторонним. Только хозяйку он любил и охранял так же, как и раньше. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.